сегодняшнем видео я хотел бы показать вам свою коллекцию анимационных фильмов студии Pixar. Это известная анимационная студия, которая сняла достаточно много известных и хороших картин. У меня в коллекции есть достаточно много их фильмов. А точнее, почти все, что выходило с русским языком. Почти все это и российские издания, кроме двух случаев. Итак, начнем. И начать я хочу, конечно же, с истории игрушек, их первого полнометражного фильма. Первые две части у меня, увы, пока представлены только на DVD. Такое вот издание. Первой части истории игрушек 1. Здесь присутствует внутренний арт с Базом Лайтером и Вуди. И также есть вторая часть на DVD. Такое вот издание. Проблема в том, что первые два фильма «История игрушек 1» и «История игрушек 2» они выходили на Blu-ray с русским языком, но только в формате 3D. А формат 3D требует наличия либо 3D телевизора, либо 3D проектора, если у диска нету 2D режима. А у изданий «История игрушек» как раз такой случай, когда чисто 3D диск, который требует, чтобы оборудование поддерживало 3D. То есть на обычном телевизоре такой диск не посмотришь, и поэтому я не стал приобретать. Может, как-нибудь возьму иностранное издание без русского языка этих двух частей. А пока в коллекции такие вот два фильма на DVD. Но это были последние DVD в сегодняшнем выпуске. Поэтому переходим к третьей части. Третья часть «История игрушек. Большой побег». Представлена в таком вот издании сдвоенном вместе с фильмом «Тачки». В слипе. Есть по слепам такая же картинка, такая же обложка. Здесь все то же самое. Здесь два диска отдельные. «История игрушек. Большой побег» и «Тачки». А если мы посмотрим на внутренний арт, здесь видим ворота студии Pixar. Такое вот издание. И данный фильм уже вышел в нормальном Blu-ray на русском, хотя и в Blu-ray 3D вроде бы выходил, но самое главное, что и в обычном формате он тоже выходил. «История игрушек 3. Большой побег». И, наконец, четвертая часть, последняя на сегодняшний момент, но ожидается и пятая, но ее уже не будет с русским языком на дисках. Вот «История игрушек 4». Это самый последний фильм Pixar анимационный, который с русским языком выходил. Потому что анимационный фильм 2019 года. А в 2019 году решил Disney уйти с российского рынка физических носителей. И такой вот внутренний арт с персонажами. Два диска. Первый диск с самим фильмом и дополнительными материалами. А второй диск отдан чисто под дополнительные материалы. Поэтому их здесь много. Большое количество. Здесь видим как удаленные сцены, разные документальные фильмы о создании картины. Такое вот издание. Кроме того, что это был последний анимационный фильм от студии Pixar, который с русским выходил. Это также последний анимационный фильм Disney, который выпустил нас на физических носителях. Больше их не выходило. И от первых тачек, которые были здесь, переходим ко вторым и третьим. Сейчас это уберу. Первые тачки уже показал. Далее вторые тачки, которые представлены у меня в таком вот издании в слипе. Здесь металлизированное изображение. Здесь два диска. Один Blu-ray, другой DVD. Такая же обложка. И здесь два диска. Дополнительная макулатура рекламная.
И также здесь два диска. Blu-ray и DVD. И внутренний арт с трассой. Такое вот издание. Тачки 2. Продолжение истории этих машин. И, наконец, в коллекции есть также Тачки 3. Анимационные фильмы от Pixar. Здесь два диска. Первый диск — это фильм и дополнительные материалы. А второй диск, так же как и у «История игрушек 4», вот он чисто по дополнительные материалы. Бывали у них такие издания, где много дополнительных материалов представлено на отдельном диске, который включает разные документальные фильмы, а также удаленные сцены и всякое такое. Такая вот трилогия. Тачки, Тачки 2 и Тачки 3. Все вышедшие части. Далее переходим к следующему фильму. И это у меня такое вот издание. Суперсемейка корпорации монстров. Здесь два фильма. На двух дисках представлено. Это у меня досталось данное издание без слипа. Но зато не так дорого. Здесь два диска видим. А изображение аналогичное тому, которое было в издании с тачками «История игрушек 3». Два хороших фильма. Этот фильм выиграл Оскар за лучший анимационный фильм. А этот вроде бы тоже выиграл Оскар, но вроде бы за песню. По крайней мере, какой-то Оскар он выиграл, но не за лучший анимационный фильм. Такое вот издание. И к нему у меня есть «Университет монстров». Это приквел корпорации монстров, где рассказывается о том, что было с данными персонажами до того, как они начали работать на корпорацию монстров. Как они обучались тому, как страшить детей. Такое вот издание. Здесь аналогично один диск с фильмом и дополнительными материалами. Еще один диск чисто по дополнительные материалы отдан. И видим внутренний арт с персонажами из данной картины. «Университет монстров». Приквел положим сюда. И также «Суперсемейка 2». Продолжение «Суперсемейки». Такое вот издание. Аналогично. Диск 1, диск 2. И внутренний арт с мамой. С эластикой. Такое вот издание. «Суперсемейка 2». Анимационный фильм от студии Pixar. Такие вот три издания с 4 фильмами есть в коллекции. Далее, следующие картины. Это у нас дилогия. Водная дилогия. Первое, это у нас «В поисках Немо». Такое вот издание. У меня в данном случае 3D издание. То есть диск 2D с фильмом и дополнительными материалами. И диск с 3D версией. И такой вот внутренний арт с персонажами данной картины есть у данного издания. Есть у меня и продолжение «В поисках Немо» под названием «В поисках Дори». Представлен у меня вот в таком вот издании, в слипе. Здесь, возможно, слип тоже был, но покупал в таком вот издании, без слипа. А здесь слип на месте.
Он такой вот металлизированный спереди. Также 3D-версия. И здесь также 2 диска. И внутренний арт с персонажами данной картины. И диск 2D и 3D версия данного фильма. Так, осторожно. Осторожно. В поисках Дори. Такая вот вводная диалогия от студии Pixar. В поисках Немо и в поисках Дори. Далее переходим к следующей картине. И следующая картина это у нас будет Рататуй. Еще один хороший анимационный фильм от студии Pixar. Фильм, который выиграл Оскар за лучший фильм. Анимационный, полнометражный. Представлено такое вот издание у меня. Здесь написано Blu-ray плюс DVD, но издание попалось такое, только с Blu-ray, потому что покупал с рук. И здесь видим такой внутренний арт с Реми, который взял сыр и убегает. И такая вот накатка с этим самым крысом. Фильм анимационной студии Pixar под названием Рататуй. Далее переходим к следующей картине. И это у нас также обладатель Оскара за лучший анимационный фильм. Это у нас картина под названием «Вверх». Высоко оцененный фильм студии Pixar, который также номинировался на Оскар за лучший фильм, то есть не просто за лучший анимационный фильм, а просто за лучший фильм, то есть на главную награду Оскара. И такое вот издание. Здесь все нормально, здесь такой внутренний арт. Здесь у меня попал уже только Blu-ray, но также у меня в отдельном издании положил DVD. То есть DVD вверх у меня тоже есть. Просто в данном боксе только Blu-ray. Такое вот издание. Анимационный фильм «Вверх». Идем далее. И следующая картина также высоко оцененная и также выигрывающая Оскар. Фильм под названием «Валли», который у меня представлена данная картина в таком вот металлизированном слипе. С 2 персонажами-роботами главными из этой картины. Валли. Такое же изображение. Здесь присутствует внутренний арт. Опять же с этими 2 роботами. Старым и суперсовременным. И такая вот рекламка, которая встречается в некоторых других изданиях. Вот из этих фильмов, которые здесь представлены, у меня нету только «Сокровища нации». Остальные все картины, которые представлены на этой рекламке, у меня все есть. Фильм анимационный от студии Pixar под названием «Валли». Идем далее. И первое иностранное издание в сегодняшнем видео. В данном случае это у нас украинское издание. Фильм «Храброе сердцем», или по-украински «Відважна», по-английски «Brave». Такое вот издание. В России оно выходило на Blu-ray, но попалось такое вот издание, решил приобрести. Накатка тоже на украинском. И здесь без внутреннего арта. И этот уже 4-й подряд фильм, который был удостоен
Оскара. Фильм «Храброе сердцем». Идем далее. И следующий фильм. Опять же, Оскар за лучший анимационный фильм. Картина «Головоломка». В таком вот издании, двухдисковом издании, в котором один диск отдан под фильм, другой под дополнительные материалы, но и на диске с самим фильмом есть некоторое количество допов. И здесь есть, конечно же, внутренний арт, где семья сидит за столом и принимает пищу. Такая вот картинка, такой внутренний арт. И такие вот накатки. Мне данный анимационный фильм понравился, поэтому, конечно же, приобрел себе в коллекцию данное издание. Далее идем. Следующий фильм, последний из тех, что был номинирован и выиграл Оскар за лучший анимационный фильм. Это у нас «Тайна Коко». Хорошая картина, которая была удостоена разных наград и является одной из самых высокооцениваемых у студии Pixar. Здесь у нас также двухдисковое издание, что очень хорошо. Диск с фильмом и диск с допами. И здесь у нас показаны персонажи данной картины. Фильм «Тайна Коко» от студии Pixar. Фильм хороший, но ему почему-то решили выпустить продолжение, хотя в данном фильме история закончена. Не знаю, что будет в продолжении данной картины. Далее, последний полнометражный анимационный фильм от студии Pixar, который у меня есть в коллекции. Это у нас картина «Хороший динозавр». Из лент оригинальных, которые выходили в 10-е годы, она самая низкооцениваемая. То есть не заработал достаточно денег, и рейтинги не самые высокие, но фильм, в принципе, неплохой. Поэтому приобрел себе в коллекцию. Сейчас однодисковое издание. Дополнительного диска с допами нету. Не выходило такого издания. Но допы есть на одном этом диске. Такой вот фильм. «Хороший динозавр» от студии Pixar. И это были все полнометражные анимационные фильмы. То есть у меня в коллекции представлены все полнометражные анимационные фильмы от студии Pixar, начиная с «Истории игрушек» и заканчивая «Историей игрушек 4». Единственное, нету «Приключений Флика», то есть про муравья. Он на Blu-ray не выходил с русским, на DVD только, но пока в коллекции не появился у меня данный фильм. А закончить видео я хочу изданием с короткометражками студии Pixar. Это у нас второй выпуск Pixar короткометражных фильмов. Всего выпускалось таких выпусков 3, то есть первый, второй, третий, из которых первый выходил только на DVD с русским языком, а вот второй и третий выпуск короткометражек выходил с русским языком. И у меня в коллекции есть такое вот издание. Это британское издание, как можно видеть здесь по значку возраста. И он с русским языком. Вроде бы единственное иностранное издание второго выпуска короткометража, который за рубежом можно найти. То есть видим, здесь представлено только на диске английский и русский. Здесь у нас представлены разные короткометражки, как короткометражки, которые являются отдельными произведениями, так и короткометражки, которые
являются как бы дополнением к полнометражным фильмам. А также здесь в дополнительных материалах представлены студенческие работы режиссеров студии Pixar. Такое вот издание. Короткометражный анимационный фильм Pixar. Второй выпуск. И это было последнее издание, которое я хотел вам показать в этом видео. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Подписывайтесь, ставьте лайки и ждите следующих видео. А на этом все. Пока.